Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить сочную нежную телячью печень по-берлински. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. В первую очередь подготовим телячью печень, которой нам понадобится 600-700 граммов, и подготовка которой займет определенное время. Если телячьей печени нет, то возьмите говяжью, она тоже прекрасно подойдет. Печень необходимо тщательно зачистить от внешней пленки, а также нужно удалить все крупные сосуды. Можно это делать по мере нарезания. А нарезать печень я предпочитаю стейками толщиной около 1 см, но это не принципиально. Если вам попался неудачный кусок печени, где много сосудов, или вы привыкли к другой нарезке, то ее можно нарезать и небольшими кусочками. Главное, чтобы они были не сильно толстыми. Нарезанную печень отставляем пока в сторону. И берем яблоки. Их понадобится 250-300 граммов. Предпочтительнее использовать яблоки кисло-сладких сортов с плотной мякотью, но это не обязательно. Я буду использовать красные и зеленые яблоки, чтобы само блюдо получилось ярче. А поскольку яблоки у меня достаточно крупные, я возьму только их половинки. У яблок удаляем семенные коробочки и нарезаем их небольшими ломтиками или колечками, если вы будете использовать целые яблоки. Теперь ставим на огонь сковородку и добавляем в нее 15-20 граммов сливочного или растительного масла. А когда масло нагреется, всыпаем в сковородку 1 чайную ложку сахара, слегка все перемешиваем и выкладываем в сковородку поверх сахара нарезанные яблоки и обжариваем их на среднем огне на протяжении 2-3 минут. Затем переворачиваем каждый кусочек яблока на другую сторону и обжариваем их еще 2-3 минуты. Параллельно с обжариванием яблок можно заняться луком, которого нам понадобится 150-200 граммов и который необходимо нарезать. Я предпочитаю нарезать его тонким пером, но вполне подойдет и нарезка в виде обычных полуколец. Снимаем обжаренные яблоки со сковороды и выкладываем их в отдельную посуду. В ту же сковородку, где обжаривались яблоки, добавляем 1-2 столовые ложки растительного масла и обжариваем на нем нарезанный ранее лук до легкого золотистого цвета. Отмечу, именно до золотистого, а не до коричневого. Когда лук обжарится, вливаем в сковородку с ним 50 мл сухого белого вина и периодически помешивая, ждем, когда все вино выпарится и одновременно с этим соберется со сковороды все остатки сахара. Обжаренный лук снимаем со сковороды и выкладываем его в отдельную посуду или к обжаренным яблокам. А в сковороду снова наливаем растительное масло, в этот раз 3-4 столовые ложки. Затем берем подготовленную ранее печень и обваливаем каждый кусочек в муке со всех сторон. У меня ушло чуть более 20 граммов муки. Стряхиваем излишки муки и выкладываем кусочки печени на сковороду. На среднем огне обжариваем печень на протяжении 2-4 минут до золотистой корочки. Затем переворачиваем кусочки и только теперь солим печень по вкусу. И также по вкусу добавляем черный молотый перец. Обжариваем кусочки печени с другой стороны также 2-4 минуты или до золотистой корочки. Затем снова переворачиваем кусочки печени и добавляем в сковороду 40-50 мл белого сухого вина. Еще раз по вкусу присаливаем и выкладываем в сковородку обжаренный ранее лук, а поверх лука обжаренные яблоки. Аккуратно перемешиваем печень с луком и яблоками и протушиваем содержимое сковороды буквально 1-2 минуты, просто чтобы все ингредиенты обменялись вкусами и ароматами. А потом снимаем сковороду с плиты и зовем к столу родных и близких. Печень по-берлински традиционно подается с картофельным пюре. И, конечно же, с луком и яблоками, с которыми она готовилась. Я очень рекомендую вам приготовить такую печень, поскольку она получается невероятно нежной, сочной и очень вкусной. Как сказали бы немцы, schmecken gut. В самой печени абсолютно не чувствуется присущая ей горечь.
а сладковатый лук и кисло-сладкие яблоки идеально дополняют вкус печени, делая его сбалансированным. Отмечу, что несмотря на то, что традиционно для приготовления этого блюда используется именно телячья, в крайнем случае говяжья печень, сегодня нередко можно встретить вариации из свиной или куриной печени. Но я все-таки настойчиво рекомендую – используйте именно телячью. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!